Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Калинин, и сегодня я хотел бы поговорить о мобильной фотографии. Сейчас, пожалуй, во всех смартфонах есть камеры, и в большинстве случаев они делают отличные снимки. Я поделюсь с вами несколькими секретами, которые помогут значительно улучшить качество ваших фотографий. Поехали! У большинства смартфонов, в отличие от фотокамер, объектив всегда открыт. Вы постоянно задеваете за защитное стекло, оставляя жир и грязь с пальцев. Поэтому, прежде чем сделать фотографию, я советую протереть стекло специальной тряпочкой из микрофибры. Можно также использовать специальные чистящие средства для экранов, но тут нужно быть очень осторожным, так как многие стекла имеют антибликовое покрытие, которое от химии может отслоиться. Протирать нужно очень аккуратно, не надавливая на стекло, чтобы не повредить его. В момент нажатия на кнопку фото постарайтесь не шевелиться. Держите смартфон неподвижно и крепко. Если размахивать руками или снимать на ходу, кадры могут получиться размазанные. Если у вас не получается аккуратно нажимать на кнопку «Спуск» и вы все время сдвигаете смартфон, то используйте задержку. Автоспуск, например, 2 секунды. Это поможет стабилизировать камеру при съемке. Смотрите. Свет должен падать на объект, а не сзади него, кроме случаев, когда свет специально выделяет фон. Старайтесь не направлять камеру на источник света. Если вам пришлось сделать кадр против солнца, попробуйте использовать вспышку, которая сгладит глубокие тени. Чем шире в камере смартфона диафрагма, например, f1.9 как у Samsung или f2.0 как у HTC, тем больше она пропускает света. Главные объекты фотографии не должны быть погружены в темноту. Когда света достаточно, объект будет резким и хорошо освещенным. Всегда обращайте внимание на свою тень. Она не должна попасть в кадр. Это, пожалуй, самый важный и трудный раздел. Для этого необходимо осознать принципы линейного построения кадра и его деление на основные базовые элементы – фон, передний и задний план и композиционный центр. Про все секреты компоновки мне пришлось бы рассказывать несколько часов, поэтому я поделюсь только основными моментами. Итак, держите камеру прямо по отношению к линии горизонта. Линию горизонта или поверхность воды лучше разместить примерно в трети от верхней или нижней части границы снимка. И тут я советую запомнить важное правило. Правило третей. Мысленно разделите кадр на 3 равные части по вертикали и по горизонтали. Точки пересечения этих воображаемых линий и есть места, на которых человек всегда акцентирует свое внимание, независимо от формата изображения. Я настоятельно рекомендую использовать сетку в вашей камере, которая помогает выполнять это правило. Фокусируйтесь всегда на основных объектах, а не на фоне. Обратите внимание на фон, чтобы посторонние предметы, расположенные позади объекта, не испортили кадр. При съемке пейзажей попробуйте не размещать стволы деревьев или столбы в середине композиции. Снимая портрет, фотографируйте всю фигуру. Если же фигура не помещается, то обрезайте ноги до середины бедра, а руки по плечо. В портрете самое главное – глаза. Поэтому именно они должны быть самыми четкими. Снимая портрет крупным планом, фотографируйте с уровня глаз. Снимая портрет в полный рост, держите камеру на уровне груди. Детей нужно снимать на уровне их глаз. Также запомните второе правило – правило контраста, согласно которому более светлый предмет следует располагать на темном фоне и наоборот, темный предмет на светлом фоне. При этом нежелательно использование совершенно белого фона. И еще одно важное правило – правило равновесия, согласно которому элементы, расположенные в разных частях кадра, должны соответствовать друг другу по объему, размеру и цвету. Например, если человек стоит на снимке слева, то в правой части кадра должен быть какой-либо другой объект, который уравновесит сюжет, например, дерево или памятник.
Если фигуры находятся на переднем плане, то и на заднем плане должно быть что-то, нечто привлекающее внимание. Не используйте зум. Всегда лучше подойти к объекту, если есть такая возможность, чем использовать зум. Оптический зум очень редок в смартфонах, а цифровой зум в большинстве случаев дает зернистость. Не используйте вспышку. У большинства смартфонов вспышка очень близко расположена к камере, что создает плоские изображения. Всегда лучше добавить свет. Если такой возможности нет и вы используете вспышку, то не располагайте объект слишком близко к камере, иначе свет зальет его. Во многих смартфонах используется двухцветная светодиодная вспышка с теплым и холодным светом. Вместе они позволяют получить более сбалансированное и естественное изображение, в то время как одноцветная вспышка обычно делает снимки очень холодными. В большинстве камер смартфонов имеется множество различных режимов: ночной, HDR, портретный, ручной, пейзаж, текст, макро. Изучите все эти возможности и применяйте их. Если вы фанат автоматической съемки, то я советую хотя бы корректировать экспозицию тапом по экрану. Кстати, проверьте, что разрешение вашей камеры выставлено на максимум. По умолчанию в некоторых смартфонах идет урезанное разрешение. Так, например, в HTC Desire I нужно установить соотношение сторон 4 к 3, чтобы разрешение соответствовало максимальному 13 мегапикселей. И если есть заметная разница между светлыми и темными участками, советую использовать режим съемки HDR. Если вы разбираетесь в фотографии, и слова ISO, экспозиция, диафрагма для вас не пустой звук, то используйте ручной режим, в котором можно добиться действительно художественных эффектов. Мобильные фотографии – это не только технические характеристики самой камеры. Важную роль в обработке кадра играют программные возможности смартфона. Вы, наверное, не раз замечали, что с обновлением штатные камеры в ваших смартфонах снимают то хуже, то значительно лучше на том же самом железе. Если вас не устраивает родная камера, вы всегда можете поставить стороннюю камеру. Скачать любое приложение вы можете из магазина приложений Google Play Market или Apple Store. И этих приложений в магазинах огромное количество. Подберите нужное для себя. Используйте фоторедакторы для того, чтобы сделать хороший снимок отличным. Научитесь регулировать цвет, резкость, насыщенность фотографий. Используйте обрезку. Фоторедакторы также можно скачать в магазине приложений Google Play Market и Apple Store, коих тоже достаточное количество. Вы можете подобрать для себя именно тот, который вам нужен. Снимайте много. Чем больше фотографий вы делаете, тем больше вы получаете опыта. Не бойтесь делать много фотографий. В большинстве современных смартфонов есть поддержка карт памяти. И весь поток фотографий вы можете перенаправить на нее, чтобы не забивать память смартфона. Для удобства переноса на компьютер и для длительного хранения фотографий используйте облачные хранилища. В заключение хочу сказать, что нет плохих камер, есть плохие фотографы. Последние пару лет я фотографирую только на смартфоны HTC с 4-мегапиксельной камерой, и в большинстве случаев кадры получаются отличные. И на этой оптимистической ноте я заканчиваю это видео. Надеюсь, что мои советы помогут многим делать отличные кадры. Пишите в комментариях, какие секреты мобильной фотографии знаете вы. Не стесняйтесь ставить большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мою Twitter ленту и на мой Instagram. А на этом все, друзья. До скорых встреч!